Всем привет! Сегодняшнее видео должно получиться очень продуктивным. Ну очень. Если я не затуплю и сделаю все по правилам, как меня научили, как я почитал на сайтах. Так, а стимулом к этому видео была вот эта вот посылка. Это посылка от Андрея, земляка моего, с которым мы списались на ютубе. И он безвозмездно не стал брать никаких денег за эту посылку, просто прислал мне дегазер. И говорит, чтобы на почте не доколупались, чуть-чуть я тебе подкину там еще подарочков. И вот что он подкинул. 2 пары вачеги или вачеги, я даже не знаю, как они называются. Для меня это варежки, рукавицы. Короче, обалденные войлочные, тут кожаные. Итак, 2 пары есть. Защитные очки газосварщика. Одни, вторые. Есть. Защитные очки мотокарные. Есть. Дальше. Фартук. Один. Этот попроще, помягче такой. Это жесткий. Брезентуха прям такая вот. Фартук. Пригодится. 2 пары краг. Одни краги. Они вроде как поменьше. Я померил. И чуть-чуть, говорю, поменьше. У меня жена их сразу приватизировала. И она уже их чуть-чуть попользовала. Короче, это все жена забрала. А вот эти я себе оставил. Вот эту красоту я оставил уже себе. Их я не отдам никому. Так, краги. Ладно. Ну и самое важное. Дегазер. Таблетки дегазера. На некоторых сайтах пишут, что он правильно... Ну, неправильно, а в смысле пишут через букву Ё. Дегазер. Я, честно сказать, не знаю, как это называется правильно. Дегазер или дегазер. Да и какая разница? Главное, чтобы он работал, этот дегазер. Так, 4 таблетки по 220 грамм. Я вот таблетку взвешивал. Одна таблетка 220 грамм показала. 220 китайских грамм. Потому что весы китайские, поэтому я тут ничего уже сделать не смогу. Итак, 220 грамм. Расколол одну. Вот такого она вида внутри. Андрей мне советовал прокалить перед закладкой в алюминь. Ну, я не знаю, неужели... Ну, прокалю, все равно прокалю, а то вдруг стрельнет. Просто он каменный, я его долбил отверткой, кое-как разбил. И потом вот этот вот кусок откололся. Я его пополам тоже долбил долго. Мне кажется, был бы он с влагой, разрушался быстрее бы. Но прокалю, в духовке прокалю. Так, 2 килограмма алюминия. Также китайских килограмм алюминия. И проценты какие нужно добавлять. Дегазер. Получается, по сайтам полазил, Андрюха что сказал. Получается на тонну 1 грамм. То есть если чистый сплав, ну, чистый металл плавим, получается где-то даже от 0,3, 0,03, 0,05. Ну, допускается даже до 1,5 грамм. Если плавим, например, вот металлолом, как мы дома плавим, всякие ложки, вилки, там обломки всякие, допускается даже до 1,5 грамм на килограмм. Да, то есть, ну, 1,5 килограмма на тонну. Так написано на сайтах, потому что там в килограммчиках, граммчиках как-то не меряется. Вот, ну, значит, на килограмм нужно 1,5 грамма всего лишь. Ну, и раз на грязный алюминий можно 1,5 грамма, на чистый грамм, то есть еще чище там какой-то алюминий, например, полграмма, значит переборщить нельзя. А так как у меня весы вот только такие, и они меряют от 20 грамм, ювелирных у меня нет. Поэтому я думаю, вот этот кусочек кину, и ничего плохого я не сделаю. Ну, я не знаю навскидку сколько он. Ну, 10 не будет, меньше. А сильно маленький кидать тоже вдруг не получится. Пусть лучше лишний первый раз, посмотрю, как сработает, а дальше, если что, в следующих плавках можно будет убавлять концентрацию. Я же думаю, все равно лишнее даже вдруг и будет, он переиграет. Должен. Так, пропорции сказал. Короче, здесь мне теперь его получается на всю жизнь. При моих количествах, объемах плавки просто на всю жизнь хватит этого дегазера.
И, между прочим, стоит он 35 рублей одна таблетка. Всего лишь. Я на сайтах смотрел, есть даже 27 рублей. Там какие-то другие названия есть. 60 рублей. У этого названия, вот Андрей сам точно не знает. Или FT1, или FT2. Ну, я смотрел, у них характеристики похожие и цена похожая. Можно сказать, одинаковая. Там 27-30 рублей на сайтах стоит такая таблетка. Ссылок никаких я давать не буду на эти таблетки, потому что я их не покупал. Советовать ничего не могу. А вот ссылку на канал Андрея оставлю. Хоть он и застеснялся, когда мы разговаривали. Да не надо, славян, там то все. Будет ссылочка. Зайдите, у него есть там пару роликов про литейку. Мне понравилось. Люди для релакса смотрят коралловые рифы, а я смотрел на расплавленный металл и тащился. Мне нравится такое. Ну, для интереса зайдите и гляньте. И будет такая моя маленькая благодарность Андрюхе. Так, вроде все сказал. Может быть, по ходу еще вспомню, что-то расскажу. Выливать буду опять в ВДшку в эту. В банку от ВДшки. Отожгу, почищу ее. Да, еще тигель посоветовал Андрей мне все-таки побелить. Поэтому тигель я побелил внутри. Вычистил как смог, побелил. Дальше металл. Просто закладываем, он плавится. Не мешаем. Как сам расплавится и все. Дальше я вот по разным сайтам ходил, и там уже технология чуть-чуть разнится. Вот этого вот дальше действий всех. Ну, почти на всех написано, что снять первичный шлак сначала, который образуется, первый снять. Потом дальше выключаются горелки, вводятся колокольчиком. Колокольчиком кладется сюда таблетка эта, пыжуется обычная бумага, не надо там никакой фольги алюминиевой, везде написано. Просто бумажный пыж. Почти, чуть не поразбил тут все себя. Вот, пыжуется и на дно опускается. И круговыми движениями потихоньку, аккуратно, пока не перебурлит, пока вся реакция не пройдет. Как прошла реакция, это все остается там же, в печи, в тигле. Я просто как колокол перед тем, как опускать, я выключу поддув, чтобы температура упала уже. Ну, алюминий, чтобы стоял расплавленный. И дальше где-то 10-15 минут выдержки. Также на углях пусть стоит, лишь бы не замерз. И потом отливаем. И смотрим, что будет. Все, теория закончена. Начинаем практику. Все, разгорается горн у меня. Сейчас просмотрел первый дубль. И понял, что не сказал самого главного. Андрюха, человечище, спасибо тебе. Добрейшей души ты человек. Вот. А теперь так, вот. Тигель покрашенный, побеленный. Как сумел. Посмотрим, что будет. И сейчас дрова разгораются. Опять я засыпаю каменный уголь. Просеянный уголь каменный. У нас его называют семечкой. Ну, плавит он хорошо, прям отлично. Мне нравится. Все, теперь как опять тигель. Горн разойдется. Ставлю тигель, закладываю алюминий. Вернее, сразу аккуратно заложу алюминий уже, чтобы поменьше царапать побелку. И потом уже поставлю тигель на угли. Мне люди часто пишут, типа, то там не могу плавить, соседям мешаю дымом. А мы просто друг другу мешаем с соседями, и все. Когда хотят, они палят, когда хочу, я палю. И никому никаких претензий. Но это быстро, это сейчас дрова прогорят. Поддув включил, угля засыпал, дрова прогорят. И все, и весь дым прекратится. Будет только угарный газ. Бывает, когда близко стоишь, хапанешь его. Да, хреновато становится. Заложил алюминь. И теперь все это в горн. Горн уже разошелся. Нормально. Тигель я всегда вешаю, но не всегда, стараюсь насыпать угля так, чтобы тигель был в подвешенном состоянии. Потому что когда стоит на углях, дно быстро прогорает. А так в подвешенном состоянии, сейчас крышкой закрою. И, короче, температуры хватает для расплавления, все нормально. И таким образом продолжаем. Так, ну все, нагрелся тигель, красный уже. Короче, шлак первый я снял. Сейчас выключаю поддув полностью.
Все, поддув выключен. Но жару все равно еще много. Я, наверное, сейчас... Так, что делать? Можно забрасывать, наверное. Потому что пирометра у меня нет. Термопара застряла на таможне. Уже с 13 числа. Сегодня 20 какое-то июля. А ну-ка, тихо, Ферик. Короче, уже 10 дней на таможне торчит у меня термопара. В России написано, авиарейс приземлился, и все. И как замерить температуру? Надо будет с получки обязательно раскошелиться и купить. Так. Ну, я думаю, без поддува все равно уже температура повышаться не будет. Поэтому начинаем. Главное, чтобы сейчас ничего не бахнуло. Так. Вот он, колокол запыжеванный. Там кусочек. Я сейчас опущу и посмотрим, что будет за реакция. Опа. Не знаю, видно ли вам, но я пока туда не смотрю. А милая моя ходит и улыбается. О, что-то там забурлило. О, хорошо работает. Гляньте, видите вы, нет? Давайте я вам покажу поближе. Попробую. Вот так. Смотрите, что там. Бурлит, работает пока все. Так, ну все, я думаю, потому что написано на... Короче, информацию нашел такую, что играет оно несколько минут. Поэтому пока отключаемся и уже как разливать будем смотреть. Сейчас я вот выдержу. Так, время засечь надо. Время у нас 8:45. Ага, переиграл. Ну вот. Короче, все, сейчас устанавливаю камеру. 10 минут он стоит и разливаю. Все, прошло 10 минут. Снял шлак. Шлак, да, своеобразный такой, пушистый прям. И алюминия он себя не берет, этот шлак. Чистый шлак снялся сверху. Все, сейчас заливаю. Центральная банка ВДшка, это я готовил эту форму специально, мы ее будем проверять, фрезеровать. А крайне это просто, что в тигеле не оставалось, вылью остатки. Сколько будет? Вот сколько будет. Все. Почти все в ВДшку залезло. Пошло так. Ну все. Тигель на дне. Чистый. Так. Видите, нет? Вроде чисто, никаких осадков, ничего такого нет. Должно быть все в порядке. Должно получиться. И теперь я уже думаю, даже вдруг сейчас что-то не получится, будет косяк-масяк. Значит, следующее дело, следующий шаг, нужен обязательно пирометр. Потому что на глаз, ну не определить на глаз температуру, если никогда не замерял ее, такую температуру высокую, то и на глаз ее не определить, какой температуры там этот алюминий, когда его выливать, когда хватит греть. И поэтому я же говорю, если будет косяк, это вина уже моя. То, что я не замеряю температуру. Ну, теперь остужать. Но я думаю, остужать в ведре можно в воде. Ну, в смысле, в ведре с водой. Сейчас подстынет, постоит он минут 10-15. И я его в ведро с водой закину, остужу, чтобы это все, процесс был побыстрее. И фрезеровать. Смотрите, когда он остывает, вот сейчас, видно еще, я поздно уже выключил камеру, как будто пузырьки лопаются какие-то на поверхности. Такого у меня не было ни разу. Он просто застывал. Должно быть вам видно. Должно. Если я тут в очках слепой вижу, через камеру будет видно.
И усадка, видите, какая? У меня не было такой усадки. Налил с горочкой, а сейчас вон уже образовывается воронка. Короче, процесс по-другому идет с этим дегазером. На глазах садится прям. А сейчас такое небольшое шоу для тех, кто никогда не видел, как остывает алюминий раскаленный. Ну, правда, он уже долго постоял, может быть, никакого эффекта и не будет. Вот как-то так остыла формочка эта. Ну, настает момент истины. Но я что-то сильно не уверен, что вот так прям сработает. И, то есть из-за дегазера все так сработает хорошо, что даже не надо будет больше ничего прикладывать усилий. Ой, я сказал, да? Как Кличко почти. Вынимается. Так. Ну, здесь пока непонятно. Здесь пока непонятно. Никаких таких больших раковин я не замечаю. Только здесь какой-то припек. Возможно, в форме косячок был. Видите? Какая штучка. Как какие-то вкрапления. Блин, эти формы хрен вычистишь как надо. Ну, попробуем сейчас. Сейчас я фрезой зажму. Что, не фрезой? В тиски зажму. Так, чтобы не эту сторону точить, а вот эту сначала. Гладенькую. А потом уже пройдем косячную. Посмотрим. Вот и наступил момент узнать, дегазер это панацея от всего. Или тут есть все-таки много составляющих. И когда все это вместе вкупе, вот тогда только получится отличная отливка. Или просто кинул дегазер и все. Сейчас узнаем. Так, надо будет шлифовать, наверное. Все-таки. Фреза подтягивает. А маслом я смазывать не хочу никаким, дизелем, ничем. Чтобы вам было красивее видно. Потому что маслом я сейчас позамажу, потом пока отмою. Я сейчас попробую небольшой проход тоненький сделать. И посмотрим. Чуть-чуть добавлю там. Миллиметр может. Потому что я снимал сейчас много. Как-то грязновато получилось. Да и подача. Ручная подача, она свое дело делает грязное. Так, ну теперь надо шлифовать. Потому что все равно разводы от фрезы не так уж видно сильно хорошо. И ту косячную сторону не буду я ваше время тянуть. Не буду ее. Там, скорее всего, может быть сверху что-то и будет. А дальше, скорее всего, так будет. Ну, короче, смысла нет. У меня сегодня что? Меня сегодня проверить дегазер. Поэтому одной стороны хватит. Сейчас я шлифую и посмотрим. Ну вот, подведем итог. Я считаю, что дегазер свое дело все-таки сделал. Что-то я сразу с конца начал своего ролика. Так, смотрите, что получается. Видны полы. Ну, разводы это от наждачки, шлифмашинка. Пор мало. И то это не поры, это вкрапления. Рассматривал я сейчас их прям лупой. Они неравномерно расположены. То есть, как вот, например, на моих предыдущих, вот эта вот заготовка с предыдущего видео.
здесь поры более-менее равномерно. То есть понятно, что это действительно не вышло все из расплава. Или вот это еще раньше заготовка, которая была, уже сколько раз показывал. Тоже вот оно дно. Дно чистенькое. И потом чем больше кверху, чем ближе к верху, тем больше пор. От середины появляется больше пор. Вот. А сегодня вышло с дегазером. Ну, их можно посчитать даже, эти поры, где вот именно кругленькие вот эти вот вкрапления. То есть вот она одна. Вот она. Вот здесь вот одну видать. Ну вот самый край, вот. Короче, мало-мало. И также не удержался, резцом прошелся. И тоже сначала остановил, когда станок, думаю, елки, все в порах. Это также от наждачки, потому что полосы. То есть не ровные вкрапления кругленькие, а это полосы, это от наждачки я не смог затереть. Или поленился уже дальше затирать. Как таковых пор тоже. Ну вот она одна. Вот рядом вторая сразу. Вот они две. И опять же оговариваюсь, говорю, поры. Это вкрапления шлаковые. И я думаю, что, вот, еще раз скажу, дегазер свое дело сделал. Все нормально. Иду в правильном направлении. Нужно мне теперь что-то мудрить стиглем. Графитовый у китайцев выписывать что-то не хочется. По отзывам людей, они на второй, на третьей плавке рассыпаются. Надо попробовать будет сделать чугунный тигель с чугунным дном, чтобы там не было чистого железа. Как я понял и из комментариев, и что чугунный тигель намного лучше обычного железа. И еще пирометр. Пирометр упирается все в него, потому что несоблюдение температурного режима. Возможно, я газы все вывел дегазером этим, все нормально получилось. Но температура алюминия, пока он стоял, вот эти 10 минут отстаивался, температура алюминия, возможно, была высокая, и просто сам тигель опять начал газовать. Ну, это вы мне и объясняли так примерно. Вот, и поэтому без пирометра дальше уже, в общем-то, никуда. Ну, буду, конечно, делать эксперименты, но как только зарплата, я сразу выписываю пирометр. Постараюсь выписать из России, чтобы дошел быстренько, дней за 7, за 10. И тогда уже будем упорно заниматься этими делами. А самым упорно мы будем заниматься поздней осенью, когда закончится у меня работа и будет много свободного времени. Вот тогда можно будет упираться, снимать хоть каждый день. Так, ну все, результат вы видите. Я вам сейчас положу прям 3 штуки. И результат получается. Вот они по порядку, справа налево. Как я им радовался, этим заготовкам. То есть сначала сделал вот эту. Говорил, ух ты, как хорошо получилось, красиво. Потом вот эту в последнем видео. Она еще чище получилась. И вот теперь с дегазером еще чище. Но я уже привык все-таки к хорошим результатам. И поэтому я слегка недоволен. Но, еще раз повторю. Дегазер свое дело сделал. Он работает. Все-таки это не сода с солью. Он лучше. И шлак он лучше там подсобрал. Прям такой шлачок. Я вот когда остыл, посмотрел. Он как вата какой-то. Ну, в смысле, легкий. Так, все. Заканчиваю я вас мучить. На этом видео мое заканчивается. Кому интересно, следите. Всем удачи, здоровья, всех благ.